Всем привет! Сегодня будет даже не просто видео, а целый, я бы сказала, видеоурок. Поэтому устраивайтесь поудобнее, давайте с вами начнем. Сегодня у нас на повестке дня целых 5 тем. Это наращивание на формы, наращивание без форм полигелем, донаращивание угла, ремонт сильной трещины и наращивание по центральной оси выравнивания. То есть вот у меня ноготочек смотрит в эту сторону, поэтому мы будем сегодня его достраивать до нормального. Уже сняла ногти, подготовилась, так скажем, к видео. И сейчас делаю небольшие зарисовочки, что же мы сегодня с вами будем делать. Первой темой, значит, нашей сегодняшней будет наращивание на форму. Как же нам подставить форму правильно под ноготок? Первое, что хотелось бы сказать, при работе с гелем, я мало работаю гелем и очень редко им наращиваю, но все-таки эту тему нельзя обходить стороной. Первое, что мы должны сделать, это полностью убрать свободный край. То есть ноготок, если будет какой-то свободный край, ну, естественно, минимальный он может быть, но если какой-то будет большой свободный край, мы не сможем правильно подставить корректно форму. Если наш ноготок взять как вид сбоку, вот он у нас, да, вот он у нас без свободного края, мы нашу форму, точнее вот так, без свободного края, мы нашу форму будем подставлять немножечко вверх. Так как сегодня у меня форма будет миндаль. Так, вот наша форма. Вот таким вот образом. Для чего это нужно? Когда мы сделаем апекс, то есть наивысшую точку, при миндале она делается приблизительно вот здесь, на 1/3 натурального ногтя. Для того, чтобы через пару-тройку недель он дорос до как раз-таки стрессовой зоны, и ногти у нас были красивые и носибельные. Форма миндаль должна сбоку выглядеть именно вот так. Она не должна смотреть вниз. Такие вот ногти миндальные, они смотрятся некрасиво, они смотрят вниз, поэтому мы так делать не будем. В таких случаях при работе с клиентами я всегда докладываю материал сюда и выпиливаю снизу арочку и делаю поднятие свободного края. У меня уже есть, кстати, видео об этом, если кому интересно, посмотрите. Ну и еще мои ноготки все никак не могут дорасти до той длины, которую я хочу. Поэтому сегодня на всех ногтях мы немножечко донарастим без формы длину. Рассмотрим плюсы-минусы наращивания с формами и без. Почему же иногда все-таки форма нужна и почему иногда она не нужна. Второе, значит, у нас наращивание без форм. Давайте так, формы без форм. Плюсы-минусы. Смотрите, когда мы наращиваем на форму, мы можем сделать, практически выложить любую длину. То есть, будь то тройка, четверка, мы можем спокойно положить гель и добавить архитектуру, да, потом достроить вот наш готовый ноготок. Когда мы наращиваем без форм наращивать мы можем акригелем, так как этот материал мы будем просто вытягивать по ногтевой пластине. Мы можем донарастить только небольшую длину. Все равно материал у нас будет падать вниз на ноготочке. То есть, если вот у нас ноготь, у нас, например, не хватает здесь уголочка, то мы спокойно можем акригелем положить сюда горошинку, кисточкой, протягивающими движениями, его протянуть сюда, может быть, даже немножко заходя вот на эту область. И потом сравнять, подпилить, то есть сможем спокойно донарастить уголок. Также мы сможем донарастить длину минимальную, то есть до, наверное, двоечки. Если длина уже больше, то мы уже прибегаем к постановке форм. Я даже так скажу, если длина хотя бы от двоечки, то уже прибегаем к постановке формы. Следующее у нас будет, третье, это будет донаращивание угла. Это, в принципе, как раз-таки то, что я сейчас вот показала. Уголочек мы наращиваем даже на миндале. Или если здесь была какая-то очень сильная агрессивная трещина,
допустим, на пол ноготка, мы можем просто удалить эту часть и донарастить именно вот этот вот угол. Потому что все агрессивные трещины, они чаще всего потом ломаются. Кстати, у меня есть вот здесь вот такая вот серьезная трещина. Вообще мысль об этом видео ко мне пришла, потому что я сняла покрытие, у меня не было времени его сделать, а так как ногти у меня очень-очень мягкие, поэтому они у меня начали уже ломаться. Решила снять видео, как раз таки ручка у меня полностью голая, еще вот здесь у нас есть обычная трещинка, но она тоже очень интересная, сейчас до нее дойдем. Так, до наращивания уголка. Четвертое у нас будет это ремонт трещины. Есть два вида трещин. Бывает, что трещинка просто вот такая вот. В стрессовой, будь то в стрессовой зоне она или в обычной где-то зоне. Мы можем эту часть подготовить, то есть забафить. Нанести на нее вот так базу, положить сюда кусочек акригеля, распределить его, просушить, потом запилить и уже на весь ноготь, так же как обычно мы с ним работаем, мы выравниваем его и так далее. И есть еще такие трещины, наверное, сейчас многие узнают их, это как раз таки вот эта моя трещинка, это когда трещина, вот так она сломалась. И ноготь у вас идет вот до сюда, то есть произошло расслоение. Одна часть ногтя налегает на другую. Она идет как бы внахлёст. Произошло расслоение как раз таки слоев ногтя, и она налегает друг на друга. Такая трещина, вот такой ремонт ей не подходит. Она его не вот этот ремонт, он не спасет эту трещину. То есть, как только эта трещина перейдет у вас в стрессовую зону, и не дай бог у вас длина достаточно большая, будет у вас обязательно здесь опять она по этому же месту сломается. Или же вам каждый раз, каждую коррекцию придется выполнять ремонт, то есть ремонт будет выполнен некорректно, если вам каждый раз приходится к нему возвращаться. Для такой вида трещины, сейчас еще раз нарисую, для такой трещины мы удалим вот этот вот кусочек, тот, который налегает друг на друга. И сюда мы должны как раз-таки и распределить акригель. Почему именно акригель? Потому что гель затечет во все места. Мы не сможем выложить вот эту вот параллельку. Нам будет тяжело в дальнейшем опиливать или ремонтировать. То есть здесь будет все в геле, все наши пальчики. И будет очень неудобно работать. Ну и пятое. Последнее, это у нас, его называю донаращивание до оси. Почему именно так? Потому что вот этот пальчик, да, вот он у меня смотрит в сторону немножко. И если я хочу миндаль, то есть если я просто наращу сюда, то он у меня будет смотреть в бок. Вот на этом ногте у меня все время такая проблема. У меня все время не хватает вот этой вот частички. Не знаю, почему он так растет. Наверное, это какое-то его свойство. В общем, сегодня мы тоже все это будем исправлять. Что нам сегодня потребуется? Это вот такие формы. Полигель, прозрачный гель. У меня G-Snail, у вас он может быть любой однофазник. Я беру его, потому что он немного гуще, чем другие гели, но очень хорошо самовыравнивается. И, конечно же, база, топ. База каучуковая, топ. И еще покажу вам потом вот такие вот новиночки, которые мне пришли с сайта Им-Косметик. Кстати, все материалы, используемые в сегодняшнем видео, я заказывала там. Ссылочки обязательно оставлю под видео. Вот такие вот красивые гель-лаки я выбрала себе. Обязательно их потом выкрашу, вам покажу. Кстати, маникюр на ногтях я уже выполнила. Немножко зашлифовала, но сегодня у меня цель не стоит сделать идеальный маникюр. Сегодня у меня именно цель показать вам ремонты, наращивание и до наращивания без форм. Итак, давайте начнем. Вот она, наша злополучная трещина с наслоением друг на друга. Нам всего лишь навсего надо взять обычные ножнички, только не используйте те, которыми вы обрезаете кутикулу, потому что ноготь все-таки он плотный. И нужно убрать вот этот вот лишний треугольник. Обязательно забафить его после этого и хорошенько обезжирить. После этого мы наносим базу. Буду использовать каучуковую базу от TNL. Кстати, гель-лак в подарок на сайте Им-Косметикс при покупке топовой базы TNL Professional. С 5 по 11 февраля при покупке топового и базового покрытия вы получаете гель-лак абсолютно бесплатно. И мы берем с вами вот такой вот
кружочек акригеля. Ставим его примерно на расстоянии от нашей трещины небольшом и начинаем распределять. Только смотрите внимательно, чтобы полигель не залезал у вас за боковую стенку, то есть чтобы вам не пришлось опиливать и оттирать его от кожи. Здесь все просто, распределяем поглаживающими движениями, и как только кисть начинает прилипать, не забывайте обмакивать ее в обезжиривателе. Следующее, это мы наращиваем наш ноготь безымянный, и мне нужно подрезать форму, потому что у меня точки в росте не совпадают с этой формой. Конечно, для наращивания такие формы использовать не очень люблю, они немного не широкие, то есть им не совсем удобно работать, но когда вам нужно нарастить, например, один ноготок, то вполне себе это можно сделать и такой формой. Итак, я подрезала, вырезаю вот такие ушки, чтобы у меня были острые углы, чтобы я смогла спокойно приклеить форму. И немного задираю ее вверх для того, чтобы выстроить миндаль, чтобы у меня впоследствии при отрастании ноготь не смотрел вниз. Гелем я выкладываю подложку. Предварительно я нанесла на ноготь базовое покрытие, обычное для гель-лака каучуковое, и заполимеризовала и сняла липкий слой. Наносим тонкую подложку. Я сейчас немножко выложу форму подлиннее, чем мне нужно, чтобы показать вам, что гелем можно как раз-таки достроить любую длину. То есть в этом и есть плюс гелевого наращивания. Прошу вас не обращать внимания на мою кисточку. Видео я снимала дома и почему-то забыла взять свою любимую кисть, но в принципе и с этой кистью, которой я работаю с акригелем, я справилась прекрасно. Далее, после просушки подложки, я беру и уже выкладываю архитектуру. Выкладываю я всегда ее одной каплей, ничего нигде не добавляю, потому что мне так удобнее. И обратите внимание, что при базовом покрытии вы работаете от апекса до самого торца, а в гелевом покрытии вы работаете постепенно, спускаясь вниз. Следующий ноготок у меня абсолютно без трещин, я просто хочу достроить немного длины. Итак, здесь мы можем увидеть всю прелесть работы с акригелем, с полигелем, как кому нравится. Мы вытягиваем материал и постепенно иногда формируем снизу, чтобы он не провисал. Как только кисточка начинает прилипать к материалу, вы ее смачиваете. У кого-то специальное средство, у кого-то обезжириватель. И поглаживающими движениями мы постепенно вытягиваем материал до той длины, которая нам нужна. Сейчас мои ноготки снизу выглядят вот так. В дальнейшем можно будет опилить керамической или твердосплавной фрезой снизу лишний материал. На указательном пальчике мне нужно достроить сбоку мой ноготь, так как он у меня смотрит в бок. Я кладу горошинку акригеля уже немного левее и начинаю вытягивать опять-таки же материал. Кстати, забегая немного вперед, расскажу вам, что полигель у меня прилип к ногтю, но он очень-очень хорошо отстает. То есть аккуратненько пальчиком потом можно будет его без проблем от кожи оторвать. И, конечно же, вытягиваю длину, так как длины мне не хватает. Почему я вытягиваю длину, кстати, девчонки? Потому что миндаль для правильного, хорошего, красивого миндаля, для формы миндаль, то есть длина свободного края должна быть равна хотя бы половине длины ногтевого ложа. Это такое есть правило. И наша обычная трещинка, кстати, всегда перед полигелем, акригелем я наношу базу, просушиваю ее и снимаю липкий слой. Может быть, вам этого не видно на видео, но если так не сделать, то будут отслоечки. Многие, наверное, спросят, почему я не достраиваю полностью ноготь акригелем, потому что мне не совсем удобно работать им, и это не так быстро. Мне почему-то нравится, и на моих тонких ломких ногтях я люблю акригель сначала опилить, а потом нанести базу. Итак, вот я уже опилила наши ноготочки и нанесла на них базу каучуковую. Мне почему-то такой способ работы удобно, и у меня никогда не возникает отслоек именно при таком способе. Кому-то он может показаться неудобным, но я справляюсь очень быстро. Будем использовать цвет под номером 153 от Nail Republic. Вот такой ярко-ярко-сиреневый цвет. Не знаю, почему я выбрала именно его. Наверное, захотелось чего-то сочного, хотя до лета еще далеко.
Я наношу первый слой не под кутикулу, но он уже очень плотный. Есть, конечно, небольшие погрешности, но на втором слое у нас все это исправится. Прокрашиваем торцы и потом пушером отодвигаем кутикулу, наносим второй слой и прокрашиваем тоненькой кисточкой. Кстати, с 5 по 18 февраля на M-Cosmetics еще будет акция на гель-красочки от P&B. При покупке 2 банок, 3 в подарок. Заходите, смотрите, там вообще очень много акций. И, кстати, гель-лак Nail Republic у меня лег почему-то вообще совершенно он не полосел. Хотя неонов у меня много, но они почему-то ни один из них не плотные. И уже нанесла я черный цвет как подложку для Galaxy Gold Pink. Вот такие вот хлопья, они мне напоминают нашу фольгу битое стекло, только разрезанные на много-много маленьких частичек. На черном цвете они смотрятся изумительно, очень ярко и видно хорошо каждый цвет, а на светлых цветах смотрится немного по-другому. Вот такой вот результат у нас сегодня с вами получился. Кому видео было полезным, ставьте лайки. Я старалась максимально много информации вместить в одно видео. Может быть, вам какая-то тема показалась особенно интересной, и я сниму отдельное видео про нее. Девчонки, пишите, как вы работаете с акригелями. Кстати, гель-лаки Nail Republic очень мне понравились. Еще не показала вам вот такой цвет, как-нибудь покажу вам в видео. Это 3D кошачий глаз. Но мы сегодня с вами использовали вот такие вот 2 цвета. Неон очень плотный, кстати, он меня порадовал. А вот эти блесточки я еще наносила на клиентке на светлый цвет, и они просто безумно красиво переливались. В общем, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. С вами была Таня, всем пока!